This is why I put, for example, this morning an emphasis, everybody drink enough water. Та причина, по которой Раман очень много просил всех пить много воды утром. Something in you says, what has water drinking to do with abundance and money? То есть кто-то может спросить, да, а при чем здесь, при чем вода и при чем изобилие и деньги? Как это связано? In your consciousness it doesn't go together, or it has nothing to do with each other. Да, в вашем уме как бы это не имеет друг к другу никакого отношения. In reality, it's 80% of your whole success. А в реальности это 80% вашего успеха. A healthy body in the night evaporates or sweats about 1.2 liters of water. А здоровое тело ночью выпотевает 1 литр 200 миллилитров. 1.2 liter. Yeah. So that's like a kind of close to a whole bottle of water Практически like вот that. эту всю бутылку. Yeah. That's a normal body. Yeah. You are sweating that in the night during dreaming. You don't need to have a fever. That's very normal. И это нормальное функционирование организма. То есть не нужно, чтобы у вас там была горячка. Это нормально здоровое тело, которое выпотевает вот практически 1,5 литра. So in order to start the day on a good base, you should start in the morning having a liter of water to fill back that in what the body sweat out. И когда вы утром просыпаетесь, чтобы восполнить вот то, что было ночью выпотено, и начать как здоровое утро, для здорового организма нужно хотя бы литр утром выпить. So your body consists of 87% of water. Ваше тело состоит из 87% воды. So water is missing in the morning. What happens is the body starts struggling with itself to maintain a certain liquidity. Да, и как бы что получается, если воды недостаточно в теле, то тело начинает как бороться с самим собой, пытаться больше найти способы быть более жидкими. Some people will even drink coffee in the morning. Некоторые еще по утрам пьют кофе. 1 cup of coffee drops from the body the amount of water of 10 cups. Знаете, что одна чашка кофе выпитая забирает из тела, вытаскивает из тела в 10 раз больше воды. То есть 10 чашек. So from early morning on, if you don't drink enough water, your body is on a survival program. И поэтому, если вот с самого утра вы не выпьете достаточное количество воды, то ваше тело включится в такой механизм выживания. Yeah. It's like from early morning your body goes, I need more water, I need more, I don't have enough water. И получается, с самого утра тело вот в этом режиме, что мне нужно воды, мне недостаточно воды, пожалуйста, наполните меня водой. So the inside message your system gives out is, I don't have enough. То есть внутреннее послание, которое дается вам телу, это что меня недостаточно. Yeah. So you run around all day with a message in your head delivered from your body, I don't have enough, I don't have enough, I don't have enough. What do you think how this will manifest in the outside? И получается, весь день вы как бегаете вокруг, то есть вы функционируете, и вам вот это внутреннее послание, у меня недостаточно, у меня недостаточно, у меня не хватает. И как вы думаете, как это будет проявляться, вот, манифестироваться вовне? You can be, with this attitude, you can be financially rich, and inside of you it runs, I don't have enough. You can have 10 millions in your bank account, and inside of you goes, I don't have enough, I don't have enough, I don't have enough. Yeah? Your mind goes crazy, yeah? And you feel you have not enough with 20 million. И получается вот с таким отношением, например, даже если вы богаты, и у вас там
там 10 миллионов долларов в банке, но у вас постоянно вот это мне не хватает, мне не хватает, мне не хватает, то вы будете чувствовать, мне не хватает денег, да, с этими 10 миллионами мне все равно не хватает, мне мало. So in that way you cannot be happy. И поэтому вы не можете быть счастливыми. I had an amazing story that verifies this. И Раман говорит, у него есть очень интересная история, которая подтверждает эту теорию, ну и практику. Many years ago I was a lot working in Scandinavia. Много лет назад он много работал в Скандинавии с этой работой сейф. And one of my clients' friend, she was a dentist in Sweden. И вот одна из подруг, один из знакомых его клиентов, одна из знакомых была дантистом в Швеции. And she asked me to meet this woman. И то есть его клиент попросила встретиться со своей подругой. She was from Italy and she had opened a dentist practice in Sweden. Ага, то есть это была Швеция, а подруга клиентки была итальянка, которая хотела открыть стоматологическую практику. Она открыла стоматологическую практику. And no people ever came to her. И к ней никто не приходил. I went there, I visited her, I got some fillings. И Раман навестил ее, там она посмотрела его там зубы. And she did amazing work. Very painless, very nice and cleaned and did everything. I was surprised how good she was. И он был очень удивлен, что она очень хорошую работу сделала. То есть все там безболезненно, очень приятно, качественно. When I made an appointment with her, she said, "Come anytime. I don't have any other people. Nobody comes to me." Да, и Раман захотел еще раз к ней прийти. Она сказала, можешь в любой момент, потому что у меня больше нету клиентов. And when she was treating me, I could see that she was completely dry. И когда Рам находился с ней, он мог почувствовать, что она была абсолютно сухая. Like as dry as her. She's completely dry. Такая же сухая, как Катюша. You know it, like your whole mind is going all day, da 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 da. И ты Only можешь, because you don't drink enough water. да, ты можешь знать, что у тебя очень много мыслей целый день, и там как карусели. И причина, ты не пьешь недостаточно воды. So I got the treatment from her, and then I asked her, I said, how much water do you drink? И, в общем, Рама спросил у нее, сколько воды ты пьешь? And then she told me that she will never touch water. As a good Italian, you drink some grappa, you drink some espresso, maybe a cappuccino, and that's it. Она говорит, как хорошая итальянка, я вообще воду не пью, то есть граппа? Yeah, alcohol. Это какой-то алкогольный, вино, капучино, экспрессо, и ни капли воды. So she did the worst ever. То есть это самое худшее, что можно сделать для тела с точки зрения водяного баланса. Yeah, she was totally dry, her whole body. Yeah, and it's like she had a very uncomfortable smell. Yeah, which also comes because you don't have enough water, so that my body cannot sweat in a natural way, and then it stinks. Да, и тело было абсолютно сухим, и был вот еще неприятный запах пота, потому что, естественно, когда мало воды, то тело не может здоровым образом выпустить все эти токсины, и там, да, есть вот этот резкий неприятный запах. It's like the body smells bad, and you go to the toilet and pee, it smells bad because urine, the body can't let go of the urine, and it smells very strong. Да, и то есть и пот воняет при выражении, и тоже когда вы в туалет писаете, моча, она тоже такого неприятного резкого запаха. И это значит, что недостаточно воды, которая бы позволила там выйти всякой фигне здоровым образом. The urine is very concentrated. То есть вот, когда недостаточно воды, моча, она очень такая концентрированная. So in that form, the body is on a constant level. How do I get water? Where do I put the water? Where do I detox? How do I get out the garbage of my body? И получается, когда недостаточно воды, то тело в постоянном вот этом, как шоке и режиме выживания, пытаясь понять, откуда достать воду, что делать вообще в этом недостатке воды, куда вот деть эти токсины вообще, как вот это все сделать, сгармонизировать.
That is the person who turn off cell phone. А вот кто еще только что подошел? Да, Юля. Девушка, не забудьте выключить мобильный телефон. Выключен, да? So, because she was on the end, she had taken a lot of money. Yeah, she had taken credit for her praxis and the shares she had there. Yeah, so she was knowing either she go bankrupt or she has to change. И вот эта женщина-дантист, она была в том положении, что она еще взяла же кредиты в банке, чтобы там обустроить пространство, купить оборудование. И у нее был вот этот, ну как, уже перед фактом, что либо она что-то меняет в своем восприятии, либо она становится банкротом. So I told her, you have only one chance. Stop the coffee, yeah, and drink every day at least 2.5 liters of water. И Раман сказала, в общем, прекращай пить кофе и каждый день минимум 2,5 литра воды. I told her there's no way for me to work on anything with her right now because first she has to start to get her body running in a normal way again. То есть Раман сказал ему, что он даже не может с ней нормально поработать, потому что первый шаг это хотя бы чтобы тело нормально функционировало. And then I told her, please call me in 3-4 months, and then we can go on and I can work with you and we will see. Да, и тогда он сказал, позвони мне через 3-4 месяца, вот когда ты вот уже восполнишь недостаток воды, тогда мы посмотрим, ну, с чем нужно работать, чтобы там поменять что-то в жизни. 6 months later I was in that area again. И, в общем, через полгода Раман вернулся обратно. I hadn't heard from her. Он не слышал ничего от нее в течение этих 6 месяцев. So I called her. I said, why I'm not hearing from you? И поэтому Раман позвонил ей и спросил, а что происходит, ну, почему не позвонила? And she said, you know what, I'm so busy. My praxis is full. I can't do it. It's like I'm just full. So many people are coming. И женщина сказала, что ты знаешь, я так занята, у меня все дни расписаны, куча клиентов, у меня даже нет времени ничего остальное. And for the rest of your life, you can come and your treatment with your teeth is always for free. И она была так счастлива, говорит, все, до конца жизни бесплатное лечение зубов в любой момент, когда ты будешь находиться в нашем городе. And I tell that because it's a truth, so you can feel it. It happened like that. И Раман рассказывает об этом, так как это вот реальная история, и вы можете почувствовать, что это действительно произошло. And the only thing is what happened is to bring her, to make her receptive, yeah, for the abundance which God wants you to have. И единственное, что требовалось, это просто привести ее в то состояние, когда она стала открытой, ну то есть на позиции принимания вот того, как энергии изобилия, которую Бог всегда хотел ей дать. So many people say when I drink so much, I have to go to the toilet all the time. Часто бывает, что люди вначале как жалуются, говорят, что если я столько пью, мне надо часто бегать в туалет. Yes, and that happens for about 6 weeks. И Рам говорит, да, это происходит в первые до 6 недель может доходить. Right now your body is in a survival mode because you don't drink enough water, yeah? So it's like a sponge which is totally dry. You pour water on it and it doesn't accept it. It pours out. Да, то есть прямо сейчас ваше тело в абсолютно сухом состоянии, как сухая губка, да, в которой вы как, наливаете, и вот в этом режиме выживания, вы наливаете туда воду, она просто сначала даже не принимает ее, то есть она проходит мимо. So for about 6 weeks, it takes for the body to accept, okay, now I have a total reorganization of my system, and I believe that enough water will come. И требуется 6 недель, чтобы наше тело, наше сознание приняло, что всегда будет достаточно воды, и чтобы оно как приняло, начало принимать это количество и уже функционировать нормальным образом. For 6 weeks, you maybe wake up in the night 1 time, 2 times, and you have to go to the toilet. Да, может быть такое, что в течение первых 6 недель вы будете просыпаться ночью, там, раз-два, чтобы сбегать в туалет. During your work, you maybe have to go to the toilet more often than usual. Да, во время рабочего дня, да, придется в туалет бегать чаще, чем обычно.
and you feel funny about why am I drinking water, I want to drink something else. И будет еще ощущение, что зачем мне столько воды пить, я вообще не хочу пить что-то другое. Yeah. And then after 6 weeks, suddenly something in you is like, oh, yeah? Something relaxes, and a total new energy flow happens in you. И через 6 недель потом что-то внутри вас так расслабляется, то есть так доверяется и открывается совершенно другому энергетическому потоку. Suddenly your body is not fighting, your system is not fighting anymore. То есть, получается, тело вашей системы перестает бороться, да, в этом режиме выживания. Yeah, suddenly you feel, wow, life is easy. Неожиданно вы чувствуете, а жизнь это легкая штука. You have to see it. You know, in winter time here you have a pretty strong winter. In the winter, yeah, you exhale and you have, yeah, and there is liquid coming out. There's water coming out of your mouth. То есть вы знаете, что из нас постоянно выходит вода. То есть там зимой, когда мы дышим, мы видим пар изо рта. Есть вода, которая постоянно покидает наше тело. You know, when you breathe against the window, yeah, immediately crystallizes and water comes down. Да, то есть если вы подышите на окно, то там либо пар, либо вот там как станет замораживаться, если это зимой. Yeah, so toxins are leaving your body through breathing. И токсины, они покидают наше тело через дыхание. So the next is, as you know, you're sweating. Yeah, you're sweating under your arms. You're sweating through your body. Yeah, if the body needs all the water just to maintain the little bit of life, energy, yeah, you cannot sweat. You stop breathing. Да, и получается, что тоже следующий момент, когда мы потеем, да, и как бы выпотеваем тоже эти токсины, и если недостаточно, то есть там воды минимум, то оно там на какие-то самые необходимые нужды для тела идет, и мы даже не можем как потеть. It's like when you eat fruit, yeah, fruit has about 85% of water. То есть если вы когда кушаете фрукты, у которых там около 85% содержания воды. Yeah, now you start in the morning, you eat bread. Bread has about 8% of water. А теперь сравните, например, если вы едите хлеб, который там всего лишь 8% воды. Yeah, so where is the rest of the water? Where's the other 70% of water coming from that is needed for the digestion of the bread? И там для того, чтобы переварить хлеб, нужно очень много воды, чтобы его переварить. И откуда тело возьмет воду, чтобы это сделать? So the body internally is always fighting with how do I have enough water? Получается, ваше тело внутри постоянно в этой борьбе. Где я достану воду? Как мне так вывернуться, чтобы было достаточно воды? Yeah. So instead of your toxins going out with your urine, it cannot do it. It has to hold it back. And then it forms the toxin residues. Yeah, they form stones in the kidneys, in the gallbladder, in the liver. Yeah, they have to form stones because it cannot be given out. You can't pee enough. И получается, что и токсины, даже если недостаточно воды, то они не могут выйти тоже с мочой, и вот и тело, пытаясь что-то с ними сделать, тогда формируются вот эти там камни в почках, там как камни в печени, где-то, чтобы вот где-то их расположить с минимальным вредом для тела. Но опять-таки, они внутри, они не выводятся. So your body is in a constant fight with itself. Yes, all the time self-absorbing, self-fighting with itself, just to maintain life energy to not die. И получается, тело находится в постоянной борьбе с самим собой, то есть постоянно в этом режиме вот этого выживания, что сделать, чтобы продолжить существование и там не умереть. So then you have the stones, then the energy is blocked in the body because you have already stones inside. И потом у вас уже, если камни в почках, это значит куча таких блоков в теле и куча энергетических блоков. For example, if you have never made a liver cleanse, with your first liver cleanse, every time you will have about 1,000 stones coming out. То есть, например, если вы никогда не делали чистку печени, то в первые разы каждый раз будет выходить около 1000 этих камней, которые там скопились.
So this is all the energy in your body is blocked and on survival. То есть, получается, все энергии в теле заблокированы, и единственное, вот, чем оно занято, это этим выживанием. So when you don't drink enough water, there is no way for you to be in flow with the universe. И поэтому, когда вы не пьете достаточное количество воды, то у вас нет никакой возможности даже быть в потоке Вселенной. So you can run around with a program, I want to be rich and work hard, and something inside of you goes, I'm dying, I don't have enough water. Получается, вы можете пытаться себя там включать эту типа пленку, да, там я богатый, я хочу быть богатым, скоро будет много денег, а внутри вас все идет, я умираю, я умираю, я умираю. Is this understood, the connection? Вы понимаете вот эту связь?